Среди бесчисленных дружеских отношений, зародившихся в мире K-pop, немногие заставляют поклонников говорить о себе годами так, как отношения между Ким Тэхёном, также известным как V, и Чон Чингуком из BTS. С самых первых дней дебюта и до своего пути в качестве мировых артистов, они многое пережили вместе. Они росли как команда, проходили изнурительные тренировки, выступали на самых больших мировых сценах, посетили десятки стран и разделили радости и печали долгого пути BTS. Неудивительно, что каждое их небольшое взаимодействие всегда привлекает внимание миллионов AOI по всему миру. Более 10 лет поклонники наблюдали за развитием динамики отношений Тэхёна и Чингука. Бывают моменты, когда они бесконечно подшучивают друг над другом, смеются над простыми вещами, помогают друг другу в беде и даже проявляют заботу небольшими поступками, которые многие могут и не заметить. Именно эти простые моменты часто кажутся самыми запоминающимися, потому что они происходят спонтанно и создают у многих людей ощущение, что они являются свидетелями по-настоящему естественной дружбы. Каждый раз, когда BTS выступают на концертах, посещают церемонии награждения, дают интервью или появляются в различных эпизодах шоу Run BTS, камера почти всегда запечатлевает эти небольшие взаимодействия между ними. Иногда это просто короткий взгляд, улыбка без видимой причины, смех над шуткой или просто стояние рядом, когда есть достаточно места, чтобы пройти. Эти моменты затем становятся предметом долгих дискуссий среди фанатов, пытающихся понять динамику их дружбы. Один из наиболее часто обсуждаемых вопросов – насколько комфортно Тэхёну и Чингуку друг с другом. Во многих случаях их видят сидящими рядом, непринужденно болтающими, обращающими внимание друг на друга, пока другие участники разговаривают, или подсознательно сокращающими расстояние между собой. Для некоторых фанатов эти привычки являются отличительной чертой их отношений, которые развивались на протяжении многих лет. Однако важно помнить, что какой бы ни был смысл этих взаимодействий, знают только они сами, в то время как фанаты могут наблюдать только за тем, что происходит на публике. Интересно, что каждый раз, когда выходит новое видео BTS, внимание фанатов привлекает не только само событие, но и каждая деталь взаимодействия между участниками. Многие затем создают видеокомпиляции, замедляя определенные сцены или сравнивая различные моменты за прошедшие годы, чтобы увидеть, как развивались их отношения. Именно здесь возникают различные теории, мнения и интерпретации, которые продолжают обсуждаться в сообществе AOI. Одной из наиболее часто упоминаемых дружеских связей, несомненно, является дружба Тэкука. Это имя давно известно среди фанатов как прозвище Тэхёна и Чингука. За эти годы были созданы тысячи, если не миллионы, видеороликов, посвященных их моментам, от забавных и трогательных взаимодействий до мелких инцидентов, которые могут остаться незамеченными обычным зрителем. Многие фанаты также считают, что у них очень сильная химия, как у лучших друзей и участников группы. Интересно, что есть одна закономерность, которую часто обсуждают многие фанаты. Всякий раз, когда Тэхён и Чингук находятся в положении, позволяющим им сидеть или стоять близко друг к другу, они выглядят очень комфортно в одном пространстве. Некоторые видят в этом признак близости между двумя друзьями, которые провели большую часть своей жизни вместе. Другие же придерживаются иной интерпретации, основанной на собственных наблюдениях. Какова бы ни была точка зрения, это остается мнением фанатов, а не официальным заявлением участников BTS. Недавно я посмотрела несколько видео, в которых в шутку обсуждалось, почему Тэкук всегда разлучается, когда хочет быть вместе, и как они реагируют, когда наконец-то могут быть вместе. Поэтому я подумала, что было бы интересно воссоздать подобное видео и показать причину, по которой Тэкук, кажется, не могут быть рядом друг с другом, не прикасаясь друг к другу. Не раз, когда Тэхён и Чингук сидели параллельно или рядом, мы могли заметить, как у них возникало странное желание постоянно сближаться, словно они не могли сопротивляться подсознательному стремлению сократить расстояние между собой. Мне это показалось интересным, потому что, несмотря на усилия персонала, Тэкук все еще, похоже, изо всех сил пытался избавиться от этой привычки. Дело было не только в том, что они постепенно сближались, как это часто бывает, когда они садятся рядом и в итоге оказываются настолько близко, что почти невозможно определить, где заканчивается один и начинается другой. Но подобные вещи происходили так часто, что даже персонал, казалось, был бессилен.
Например, в 102-м эпизоде Run BTS и Cook все время оставались довольно близко друг к другу, прежде чем наконец выбрали друг друга в качестве партнеров в игре. Похожая ситуация наблюдалась в 127-м эпизоде, когда Тэхён почти прислонился к Чингуку, и они казались настолько близкими, насколько это вообще возможно в их отношениях на публике. Когда фанатов спрашивают, почему Тэкук часто появляется на разных мероприятиях на значительном расстоянии друг от друга, некоторые предполагают, что это делается для того, чтобы избежать взаимодействия, которое может быть неправильно истолковано. Их действия и взгляды друг на друга в различных ситуациях часто вызывают множество вопросов, на которые трудно ответить, потому что никто на самом деле не знает, что происходит за кулисами их отношений. Это кажется довольно противоречивым, когда видишь, как они всегда используют любую возможность, чтобы сблизиться, особенно перед камерой. Например, на ужины в прошлом году они не только много разговаривали и смотрели друг на друга, но и снова оказались очень близко, уделяя друг другу пристальное внимание, кажется, наслаждаясь каждым прикосновением. Для некоторых фанатов такие моменты кажутся интимными и полными тепла, особенно учитывая, как часто они молча поддерживают друг друга в трудные времена. Подобное можно увидеть и в видео, которые они выложили в японское фан-кафе. Хотя их положение кажется неудобным для Тэхёна, он не пытается отойти. Даже если они и двигались, то только для того, чтобы приблизиться друг к другу, пока их плечи не соприкоснулись, словно между ними больше не было пространства. Это может показаться очевидным, но наблюдать за этим целиком было гораздо приятнее, чем просто смотреть распространяющиеся отрывки. Наблюдать за тем, как они постепенно сближаются, было одним из того, чего я больше всего хотела увидеть. Конечно, это не первый раз, когда происходит что-то подобное. Однако сделать это более наглядным – одна из причин, по которой я делаю подобные видео. Моя цель – просто показать саб-юнит, который, на мой взгляд, демонстрирует очень тесную и любящую связь. Хотя иногда они кажутся отстраненными друг от друга, для некоторых фанатов это только порождает больше вопросов о причинах такого решения. Когда у них наконец появилась возможность быть рядом, мне было трудно удержаться от того, чтобы не собрать все отрывки, показывающие эти моменты, потому что их очень много. Началось это с одного из последних эпизодов Run BTS, где Тэхён смотрел на Чингука с такой нежностью, в то время как Чингук был занят и не заметил, что Тэхён все еще пристально смотрит на него. Думаю, уже один только этот момент позволяет понять, почему так много фанатов говорят об этом. В том же эпизоде Тэхён говорит Чимину, что очень хорошо его знает, потому что Чимин сказал, что на этот раз Тэхён не лжец. Интересно, что Тэхён затем сказал то же самое Чингуку. В этот момент электронные кошачьи ушки, которые носил Чингук, двигались в ответ. Важно знать, что кошачьи ушки работают на основе мозговых волн, которые могут изменяться в зависимости от определенных условий или реакции пользователя. Когда Тэхён сказал, что хорошо знает Чингука, ушки перешли в режим, который часто интерпретируется как заинтересованность. Для меня этот момент довольно интересен и, возможно, заслуживает более подробного обсуждения в отдельном видео. С другой стороны, в одном из видеороликов In the Soup мы также видим, как Чингук удобно сидит на коленях у Тэхёна. Тэхён также, кажется, нежно гладит волосы Чингука. Есть также фрагмент, вырезанный в процессе монтажа, как раз в тот момент, когда рука Тэхёна, кажется, двигается к спине Чингука. Некоторые фанаты заметили, что сцена была вырезана, хотя ее можно было показать одним кадром без необходимости резкой смены ракурса. Думаю, это главная причина, почему Тэхён и Чингук редко сидят рядом. Когда они слишком близко, их руки всегда находят повод прикоснуться друг к другу или проявить теплую привязанность, даже когда это может быть неподходящий момент. Тем не менее, нам все еще повезло быть свидетелями этих моментов и наслаждаться ими снова и снова, потому что наблюдать за тем, как спонтанно двигаются руки Тэхёна, когда он прикасается к Чингуку, одно из самых запоминающихся зрелищ. Это еще более очевидно, если мы начнем обращать внимание на каждый эпизод Run BTS или различные интервью, где они сидят близко друг к другу. Они часто кажутся погруженными в свой собственный мир, почти не оставляя личного пространства, что порождает множество признаков близости, которые заставляют фанатов обсуждать это.
Возможно, это связано с их собственными историями о том, как их ругали, когда они собирались вместе, чтобы пошутить или разыграть друг друга. Из-за этого некоторые фанаты подозревают, что именно поэтому их иногда ставят далеко друг от друга перед камерой. Однако, будучи независимыми взрослыми, мы, конечно же, можем считать это предположение лишь интерпретацией фанатов, и подтвердить его невозможно. Ясно одно: моментов, когда мы можем увидеть их по-настоящему близкими и естественным образом, без ощущения искусственности, не так уж много. Именно эти спонтанные моменты вызывают у многих людей любопытство по поводу их отношений вне камер. Лично я считаю, что многие на этом канале разделяют мои взгляды, хотя, безусловно, есть и те, кто придерживается иного мнения. Моя цель – просто поделиться тем, что я вижу и чувствую, а не заставлять кого-либо разделять мои взгляды. Для меня достаточно просто наблюдать за тем, насколько близки Тэхён и Чингук в различных ситуациях, чтобы продолжать наслаждаться динамикой их дружбы. Не обязательно каждый день появляться новые новости, чтобы напоминать нам, что их отношения остаются такими же теплыми и близкими, как и прежде. Именно это заставляет многих фанатов наслаждаться каждым моментом, проведенным ими вместе. Что делает отношения Тэхёна и Чингука такими интересными для обсуждения, так это не только теории или предположения, но и множество простых моментов, демонстрирующих комфорт, доверие и поддержку друг друга. Короткие взгляды, небольшие шутки, улыбки и даже забота, которую они проявляют в различных ситуациях, стали прекрасными воспоминаниями, которые бережно хранят многие EOI по всему миру. По мере того, как BTS продолжают двигаться вперед вместе, нас, безусловно, ждет еще много новых моментов. Возможно, будут забавные взаимодействия, трогательные моменты или спонтанные события, которые снова вызовут улыбки на лицах фанатов. Что бы это ни было, я надеюсь, что Тэхён и Чингук всегда будут здоровы, счастливы и полны сил, чтобы продолжать работать с другими участниками BTS.